Всем привет! Сегодня я получила посылочку. В общем, заказала я 3 посылки. И вот первая пришла, это пришла посылочка с удобрениями, которыми я буду пользоваться весь рассадный сезон. Чтобы потом не бегать, не искать удобрения для растений. Они понадобились, а их нет, поэтому заказала все сразу вместе, чтобы потом не отнимало у меня время на поиске нужного удобрения или лекарства для растений. Вместе с вами открываю. И буду рассказывать, что я себе приобрела. Купила Актару. Это инсектицид. Он будет защищать растения от почвенных и надземных вредителей. От всяких личинок, белокрылок, тли. Хелат железа купила. Это удобрение для профилактики и лечения хлороза у растений. Значит, добавлять его нужно будет при каждом поливе. Скоро я буду уже поливать свою цинерарию. И покажу, я его обязательно буду добавлять до удобрения. Покажу вам, чем я ее проливаю, для того, чтобы растения хорошо развивались. Он применяется еще зимой, когда мало света для растений, прохладная температура, растения хлорозят. В общем, для того, чтобы предупредить хлороз растений. Так, потом взяла Эпин. Эпин – это стимулятор роста. Его применяют для того, чтобы, вот, допустим, вы растения пересадили, он восстанавливает растения после пересадки и поддерживает здоровье у растений. Вот этот препарат Эпин, он хорош растений на всех этапах роста. Это один пакетик я взяла, у меня еще 2 остались с прошлого сезона. Потом купила такое удобрение Мастер Агро, формула 20-20-20. Это для рассады до весны. Проливать вот таким удобрением для того, чтобы хорошо росла зеленая масса, для того, чтобы хорошо образовывались корешочки. В общем, для быстрого и равномерного роста растений. В нем есть азот, фосфор, калий, все по 20%. Килограмм нитроамофоски. Здесь тоже формула 16-16-16. Это 16 азота, 16 фосфора и 16 калия. Это удобрение для новых растений, которые я буду высаживать весной. Вот это удобрение помогает новым растениям, которых, ну, допустим, пересадили в новую почву. Оно помогает адаптироваться в почве. И также это удобрение помогает, продлевает цветение и повышает зимостойкость любой культуры. Ее можно применять на всех видах почв. Так, монофосфат калия. В этом удобрении 33% калия и 52% фосфора. Вот это удобрение ускоряет образование корней. После вот этого удобрения лучше растут всходы растений. Вот на днях я уже буду это удобрение использовать. Это все для рассады. Карбамид или мочевина. Вот это удобрение я взяла для того, чтобы весной рассыпать вокруг деревьев, вокруг приствольных кругов и вокруг кустарников. И обработать вот этим удобрением по коре все деревья, все кустарники. Но это нужно, эту обработку нужно делать таким карбамидом до того, как распустятся почки. По распустившимся почкам уже такое удобрение может навредить. Оно может пожечь молоденькие почечки и распустившиеся цветы. Вот эта мочевина, карбамид или мочевина, она помогает избавиться от зимующих в коре насекомых. Ну, в общем, оно идет и как удобрение, и как профилактика от всяких жучков, паучков. В общем,
Тоже очень хорошее удобрение. С прошлого года, с прошлого сезона у меня остался суперфосфат. Это уже, этим удобрением уже проливать, когда начнет растение выкидывать бутоны и когда оно начнет цвести. Он продлевает время цветения, делает цветы более насыщенными, яркими. Ну, в общем, как бы питает цветок и растение для того, чтобы оно лучше и красивее цвело. И еще с прошлого года у меня остался вот такой фитодоктор, препарат бактериальный. Он от фитофтороз, макроспориоз, антракноз, черная ножка. Ну, в общем, от фитодоктор, он от болезней. И что еще у меня осталось еще с прошлого сезона? Фитоверм остался. Это тоже нужно обязательно для борьбы с гусеницами, клещами, трипсами, тлями. Это все нужно для того, чтобы вот, ну, не бегать, потом не искать. Вот понадобилось, увидели, сидит на розах тля, нужно срочно ее пролить, истребить, а у вас нет лекарства, у вас нет препарата, и вам нужно бежать в магазин, а его еще там не окажется. В общем, надо искать. Вот это все я заказала для того, чтобы оно у меня было, и я могла в любую минуту открыть, разбавить и подлечить или подкормить растения. Препараты эти стоят недорого. Я выбрала те основные препараты, которые мне будут нужны. Я там не брала препараты дорогие. Это бюджетные препараты, и они есть, и я их специально взяла для того, чтобы они у меня были, чтобы потом не заморачиваться, не бегать и искать. Еще обязательно, чтобы у вас был корневин. У меня еще по полпакетика осталось корневина с прошлого сезона, поэтому я его не брала. Но корневин тоже нужен. Для рассады это то, что надо. Им можно пролить отстающую в росте рассаду. Просто взять и разбавить корневин и пролить. Это поможет нарастить корни. А вы все знаете, что рассада растет хорошо только после того, когда образуются хорошие корешки. Корешки дают питание, и рассада идет в рост. Поэтому, чтобы корешки хорошо росли, можно также проливать вот таким корневином. Еще хочу добавить, как только вы открыли пакет, вот, допустим, с мочевиной открыли пакет, сейчас он герметически закрыт. Как только вы открыли пакет, сразу вы его весь не используете, а остается какое-то количество удобрения остается, сразу же лучше пересыпать герметически, его закрыть, потому что удобрение слеживается, набирается влага и делается комком, вот как у меня получилось с кальциевой селитрой. Это удобрение еще водное, хорошее, но уже образовался комок, набралось влаги и образовался комок, и поэтому мне его сейчас нужно будет разбить и пересыпать в баночку и герметически закрыть. Поэтому, чтобы у такого у нас не получилось, удобрение лучше закрывать крышкой. И, конечно же, подписать, что это за удобрение. И уже вы будете знать наверняка, что удобрение у вас хорошо сохранится, в баночке не будет намокать и не будет превращаться в ком. Если кому будет полезно это видео, я буду очень рада, что смогла хоть чем-то помочь, в чем-то помочь в выборе удобрений и препаратов для борьбы с насекомыми и от болезней. На этом я видео свое заканчиваю. Всем, кто оставался со мной, всем спасибо за просмотр. Всем пока.